Обратный отчет пошел. Трамп требует от Зеленского ответа по мирному плану. В какие сроки? Зеленский обещает ответить в ближайшее время и делает сенсационное заявление, что готов пойти на выборы во время войны. Но на каких условиях? Папа Римский поддержал Владимира Зеленского, призвал Европу к единству и попросил при всех сложностях оставаться за столом переговоров. Трамп самый влиятельный в Европе, по версии политика. Зеленский тоже в списке. Здравствуйте! Каждый день мы рассказываем о главном. Подписывайтесь на канал «Один день», чтобы ничего не пропустить. С вами я, Андрей Данилевич. The Financial Times сообщает, что Дональд Трамп и его переговорная команда требуют от Владимира Зеленского ускоренного ответа на американское мирное предложение, рассчитывая выйти на договоренность с Россией к Рождеству. По данным издания, во время двухчасового разговора в субботу Стив Уитков и Джаред Кушнер настойчиво добивались от Киева быстрого решения. Зеленский заявил Вашингтону, что ему нужно время на консультации с европейскими союзниками. Один из западных чиновников в разговоре с Financial Times охарактеризовал ситуацию так. Украина оказалась между территориальными требованиями, которые она не может принять, и требованиями США, которые не может отвергнуть. На этом фоне переговорный процесс остается напряженным и крайне чувствительным к обозначенным срокам. Президент Украины Владимир Зеленский ответил Дональду Трампу. Во время полета он дал интервью украинским журналистам. В частности, говорил о выборах, Крыме и 3 вариантах мирного плана. Правда ли, что существуют разные документы? Их 3. Да, это правда. Мы обсуждаем их с американцами и уже обсуждаем с европейцами. Я очень рад, что мы привлекли наших европейских партнеров. 3 документа. Есть рамочный документ из 20 пунктов. Он постоянно меняется, и это нормальная живая структура, которая должна соответствовать интересам Украины, Европы и мира. 2 документ – это гарантии безопасности. Мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от наших военных и их диалоги с американцами. И все это нужно объединить, в принципе, с основами коалиционной свободы. Об этом сложно говорить, но тем не менее вы это увидите. Гарантии безопасности – важный документ между нами и Соединенными Штатами Америки, между нами и европейцами. 3 документ – это восстановление. Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины, это восстановление. Безусловно, это проект, который должен заработать после того, как закончится война или будет достигнуто прекращение огня. Над этим документом мы тоже работаем. Мы реалисты. Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО. На мой взгляд, это справедливо. Но мы точно знаем, что ни Соединенные Штаты Америки, ни еще несколько стран, если говорить откровенно, пока не видят Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там. Что касается Крыма, сегодня у нас нет сил вернуть наш украинский полуостров Крым. И, возможно, я сказал это на первой встрече, и считаю, что был прав. И скажу честно, да, сегодня у нас нет сил для всего этого. У нас нет достаточной поддержки для всего этого. Но я сказал это на первой встрече. Думаю, я мог бы подтвердить это и на последней встрече с Путиным. Итак, передусім хочу сказати, що я це питання не обговорив. Друге, питання виборів в Україні. Итак, прежде всего хочу сказать, что я этот вопрос не обсуждал. Во-вторых, вопрос выборов в Украине, как мне кажется, прежде всего зависит от нашего народа. Это вопрос народа Украины, а не народов других государств, при всем уважении к нашим партнерам. Скажу откровенно, к выборам я готов. Если стоит вопрос, а я слышал такие намеки, что мы цепляемся за власть, или я лично за кресло президента, и что поэтому я за это держусь, и поэтому война не заканчивается. Если честно, это абсолютно неадекватная история. Чтобы провести выборы, есть 2 вопроса. Прежде всего, безопасность. Как это провести? Как это сделать под ударами, под ракетами, учитывая наших военных? Вопрос в том, как они будут голосовать. Вы это знаете, и я не хочу повторять. И 2 вопрос. Законодательная основа для легитимности проведения выборов. И раз уж этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши партнеры, я отвечу очень коротко. Смотрите, я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас, открыто заявляю об этом, США помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею для этого волю и готовность. Україна буде готова до проведення виборів. І я
На заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине, возникла дискуссия вокруг предложения России по урегулированию. В ответ на позицию российской делегации постоянный представитель Украины Андрей Мельник подчеркнул, что украинская территория не является предметом торга. Украина подтверждает свою готовность к конкретным шагам для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Но позвольте мне сказать ясно. Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном черкизовском рынке. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что услышали. Россия хочет, чтобы мы сдались. Но мой ответ вам таков. Дырку от бублика получите вы, а не Украину. You will get just the whole of a bagel. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме, и это следующий этап его европейских консультаций. Накануне он уже обсуждал возможные параметры мирного плана в Лондоне с британским, французским и немецким лидерами, а затем в Брюсселе с руководством ЕС и НАТО. Главная задача – согласовать единую позицию перед передачей обновленных предложений Вашингтону. На фоне давления США, добивающихся быстрого соглашения с Россией, Киев продолжает настаивать на том, что мир должен быть справедливым и устойчивым. Украинская сторона не готова принять американский вариант, который в Европе считает слишком выгодным Москве, и добивается четких гарантий безопасности на случай возможной сделки. По словам Зеленского, украинские и европейские предложения стали более проработанными после консультаций в Лондоне. Теперь этот пакет готовят к передаче США. В Киеве подчеркивают, дальнейший прогресс зависит от того, готова ли Россия сделать реальные шаги к прекращению войны. Папа Лев XIV призвал европейских лидеров проявить единство в поисках мира в Украине после встречи с президентом Владимиром Зеленским и подчеркнул, что ни одно серьезное соглашение невозможно без участия Европы за столом переговоров. Я действительно считаю, что роль Европы очень важна, а единство европейских стран чрезвычайно значимо, особенно в данном случае. Пытаться достичь мирного соглашения без участия Европы в переговорах, скажем так, нереалистично. Война идет в Европе, и, на мой взгляд, гарантии безопасности, которые ищут сегодня и на будущее, должны включать Европу. К сожалению, не все так считают, но я верю, что перед европейскими лидерами открывается большая возможность объединиться и искать решения. Я предпочел бы это не комментировать. Я не читал документ полностью. К сожалению, некоторые его части, которые я видел, кардинально меняют то, что долгие годы было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами. Заявления, которые звучат в адрес Европы, в том числе недавние интервью, по-моему, направлены на подрыв того, что сегодня и в будущем должно оставаться очень важным союзом. Один день – это не просто новости, это жизнь вокруг нас. Поддержите подпиской и спонсорством тех, кто говорит о главном. Трансатлантическая ударная волна. Так издание «Политика» назвало Дональда Трампа, который возглавил рейтинг самых влиятельных людей в Европе. Также в первой пятерке Метте Фредериксен, Фридрих Мерц, Марин Ле Пен и Владимир Путин, которого назвали провокатором. Владимира Зеленского назвали Джокером в колоде, и он занял 14-е место. Стоит отметить, что на днях Белый дом и Дональд Трамп призвали не доверять «Политика» и внесли издание в список так называемых фейковых новостей. В большом интервью, на которое все-таки американский президент согласился, говорили о НАТО, Крыме и Венесуэле. Есть ли страны в НАТО, которые, по вашему мнению, не должны быть в альянсе? Ну, есть страны, которые создают трудности для НАТО. Не то чтобы они не должны быть там. Я думаю, что хорошо, что они есть. Турция — пример. Эрдоган — мой друг. Когда у них возникают проблемы с Эрдоганом, они просят меня позвонить ему, потому что они не могут с ним разговаривать. Он — крепкий орешек. На самом деле, он мне очень нравится. Я думаю, что, знаете, он построил сильную страну, сильную армию, но им трудно с ним иметь дело. И они просят меня позвонить ему, и я звоню ему, и я всегда все с ним решаю. Понимаете, он и я решаем все очень быстро. У нас были люди, которых он освободил. Они были задержаны и годами проходили через суды и все остальное. И я сказал, знаешь, ты должен их отпустить. И он отпустил. Он очень отличается от многих других лидеров, но им трудно с ним. Но знаете,
Им вообще не должно быть с ним трудно. Должно ли НАТО перестать принимать новых членов? Должно ли НАТО остаться в нынешних границах? Ну, знаете, там не так много и осталось, если уж на то пошло, правда? Не так уж много осталось. Всегда было, еще задолго до Путина было понимание, что Украина не войдет в НАТО. Это было задолго до Путина, по-честному. А теперь они давили. Когда Зеленский впервые пришел и впервые встретил Путина, он сказал: «Мне нужны две вещи. Я хочу вернуть Крым, и мы собираемся стать членом НАТО». Он сказал это тоже не очень приятным тоном. Знаете, он отличный продавец. Я называю его Пити Барнум. Вы знаете, кто такой Пити Барнум, да? Да. Один из величайших на Земле. Он мог продать любой продукт в любое время. Это была его фраза. «Я могу продать любой продукт в любое время». Это правда. Он говорил, неважно, работает он или нет. Но Зеленский, Пити Барнум, он, знаете, заставил кривого Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что он получил. Примерно 25% его страны отсутствуют. И, по-честному, к Байдену Обама отдал Крым. Обама? Потому что Крым был сердцем. Понимаете, я по натуре человек недвижимости, да? Я очень хорош в недвижимости. И когда я смотрел, каждый раз, когда я смотрю на ту карту, я говорю: ох, этот Крым такой красивый. Вау, он окружен с 4 сторон океаном. Там только маленький кусочек земли, чтобы попасть, знаете, к основной. Ну, к основной, я имею в виду. Крым огромный, но он соединяется с той частью Украины, о которой мы сейчас говорим, да? Через небольшой перешеек. Он окружен океаном с 4 сторон, в самой теплой части. У него лучшая погода, лучшее все. И я знаю, что вы украинка и хорошо знаете Украину, и Обама заставил их отдать Крым. Это было... Я помню, когда это произошло, но я тогда не был вовлечен так, как сейчас. Знаете, до того уровня знаний, который у меня есть. Сейчас. Теперь у меня большие знания об Украине. У меня большие знания... На самом деле, этот конфликт начался еще в 2014 году. Люди забывают. Задолго до вторжения несколько лет назад. Знаете, когда на самом деле начался этот конфликт? Он тлел годами. Но когда Обама отдал Крым, это было большое событие. Я хочу спросить, Вы согласны с этим? Это был большой кусок, который отдали. Вы украинского происхождения. я имею в виду, я помню, когда я впервые переехала в США, многие люди даже не знали, что такое Украина. И именно в 2014 году люди внезапно начали понимать, насколько геополитически значим этот регион. Я просто скажу с точки зрения красоты, климата, всего. Крым самый теплый. У него просто огромный потенциал. И Обама заставил их. Обама это сделал. Это не Байден. Ну, может быть, он был вовлечен, но я сомневаюсь. Он тогда, вероятно, тоже мало что знал. Он никогда не был самой яркой лампочкой. Но, знаете, Обама отдал, он заставил их отдать. Я думаю, ваш подход к Европе очень отличается от подхода ваших предшественников. Я просто хочу увидеть сильную Европу. И эта стратегия нацбезопасности многое говорит об изменениях, которых вы хотите. Нет, но вы должны понять. Вот мой подход к Европе. Я хочу видеть сильную Европу. Когда они позволяют миллионам людей хлынуть в их страны, многие из этих людей совершают огромные преступления. И снова, посмотрите на Швецию. Я не критикую Швецию. Я люблю Швецию. Я люблю людей Швеции. Но они переходят от страны без преступности к стране, где преступности много. Теперь посмотрите на Германию. Германия была свободной от преступности, а Ангела допустила две большие ошибки. Иммиграция и энергетика. И эти две просто красавицы. Ну вот страна, которая довольна изменением стратегии США, это Россия. Пресс-секретарь Кремля назвал документ стратегии позитивным шагом и сказал, что наблюдаемые изменения в значительной степени соответствуют видению Москвы. Вы считаете, что это хорошо? Ну, я думаю, он хотел бы видеть слабую Европу. И, если быть честным, он ее получает. Это не имеет... Но он считает, что изменения, которые вы проводите, и то, что вы изложили в своем видении Европы, это то, что Москва хочет видеть. У меня нет никакого видения для Европы. Все, чего я хочу, это сильная Европа. Смотрите, у меня есть видение для Соединенных Штатов America First. Это сделать Америку снова великой. Я объясняю Европе, потому что я, знаете, должен быть очень умным человеком. У меня есть глаза, у меня есть уши, у меня есть знания. У меня огромные знания. Я вижу, что происходит. Я получаю отчеты, которые вы никогда не увидите. И я думаю, что то, что происходит с Европой, ужасно. Я думаю, это ставит под угрозу Европу такой, какой мы ее знаем.
Европа может стать совершенно другим местом. Ваше влияние, И я думаю, европейцы должны что-то с этим делать. ваше влияние простирается далеко за пределы Европы. Я хочу поговорить о другой сфере, где вы оставляете свой след, о Венесуэле. Вы говорили, что дни Николаса Мадуро сочтены, и что США могут вскоре нанести удар по территории Венесуэлы. Можем ли мы увидеть американских войск на земле в Венесуэле? Я не комментирую это. Я бы не сказал ни в ту, ни в другую сторону. Я могу сказать вот что. Он прислал нам миллионы людей. Многих из тюрем, многих наркоторговцев и наркобаронов, людей из психиатрических учреждений. Он отправил их в нашу страну, где у нас был очень глупый президент. Вы знаете, что Байден — человек с низким IQ. Особенно сейчас. Я имею в виду, он был низким IQ и 30 лет назад, но сейчас он особенно низкий IQ. И то, что он сделал с нашей страной, плохо. Тринагуа, банды — одни из самых жестоких банд в мире. Но теперь вы закрыли границу. Нет, он прислал многих из этих людей. Он также прислал много наркотиков. Посмотрим, как все это в итоге сложится, но я не могу говорить о... Насколько далеко вы готовы зайти, чтобы убрать Мадуро от власти? Я не хочу это говорить. Но вы хотите, чтобы он ушел? Его дни сочтены. Вы можете исключить американское наземное вторжение? Я не хочу ни исключать, ни подтверждать. Я об этом не говорю. Почему я должен говорить это вам, чрезвычайно недружелюбному изданию, если хотите так назвать, политика, которая получила $8 миллионов от Обамы, чтобы удержать его на плаву? Почему я должен это делать? Почему я должен обсуждать такое с политика? Я вообще делаю это потому, что вы выбрали меня как собеседника. Я прошу прозрачности для американцев, потому что многие люди интересуются. Я самый прозрачный политик, возможно, в мире. Многие хотят понять, каковы наши цели. Конечно, я не хочу обсуждать с вами военную стратегию. Тогда какая ваша цель в Венесуэле? Чего вы хотите добиться теми действиями, которые предпринимаете? Ну, одна из целей. Я хочу, чтобы народ Венесуэлы хорошо к себе относился. Я хочу, чтобы народ Венесуэлы, многие из которых живут в США, уважали. Они были невероятно добры ко мне. Они голосовали за меня. Что-то около 94% или вроде того. Это невероятно. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал «Один день» и не пропустите главного.